Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем канале Семейный Handmade. В последнем видео я делала опрос, что вам было бы интересно увидеть на нашем канале. И многие из вас сказали, что очень интересно узнать, как можно сделать вот этого кота. Котик этот сделан из папье-маше. Техникой папье-маше я занимаюсь уже достаточно давно. И за это время я испробовала разные рецепты. Я пробовала и классическое папье-маше, это когда надо обклеивать слой за слоем. Потом я начала делать массу папье-маше, тоже находила в интернете разные рецепты, когда надо замачивать туалетную бумагу в воде, потом блендером ее перемалывать, потом отжимать, заливать клеем. И вы знаете, да, такие рецепты неплохие. Из них я делала свои поделки. Вот касательно, кстати, вот этих поделок, вот этого кота, это делалось именно так. Но такие поделки, они не гладкие. Их поверхность, она такая бугристая. И вот, например, кота я сверху покрывала шпатлевкой, выравнивала. Вот видно, что он у меня падал. Кстати, шпатлевка в итоге осыпается, потому что все-таки это хрупкий материал. И мне вот этот рецепт, он чем мне нравится, тем, что либо надо шкурить, а шкурить это очень муторно, долго и вообще грязная работа, я это вообще тоже не люблю. И тем, что смесь, она получается такая водянистая, и она обязательно с комками. И вот эти комки, они мешают в работе. Ну, как в больших поделках эти комки не будут мешать. Вы как бы выглаживаете и выглаживаете. Комки там какие-то выбираете, выбрасываете. Но какие-то мелкие детали вы из такой смеси не сделаете никогда. И в итоге я начала сочинять. Добавлять разные ингредиенты, добавлять там и ту же шпатлевку в саму смесь. Да, масса становилась лучше, но опять-таки комки никуда не уходили. И работать с большими изделиями, с той смесью можно, конечно же, но вот с такими вещами работать с той смесью нереально. И в итоге у меня появился вот такой вот рецепт методом проб и ошибок. Я его сделала, додумала. И я бы сказала, что в итоге получается не классическая такая масса папье-маше, а это больше похоже на тесто. И настолько мне понравился и результат, и сама работа с этой массой, что я решила, что я заменю этой массой и соленое тесто, и предыдущие рецепты папье-маше. Ну и давайте разберемся, чем же эта масса такая особенная, чем она отличается от всех остальных масс. Вот эта статуэточка, но она еще не доделана, это будет ангел, тут еще крылышек не хватает. Сделана полностью из папье-маше. И она не обрабатывалась ничем от слова совсем. То есть я ее не шкурила, я ее не замазывала шпатлевкой, никак не выравнивала. Она высохла и получилась абсолютно гладенькая. То есть как только вы слепили это изделие, вы берете и начинаете раскрашивать. И нет вот этого промежуточного этапа, когда надо сидеть несколько дней, шкурить, выравнивать, потом еще подмазывать где-то. Ну, в общем-то, одно удовольствие. Те, кто занимается папье-маше, меня понимают. И посмотрите, здесь есть такие детали, они очень мелкие, очень тонкие, и они прорабатываются идеально. С такой массы можно лепить розочки. Все это такое тоненькое, ажурное, ну, то есть вообще идеально. И главное, это все крепкое. Вот можно вот так вот поломать, не знаю, там, постучать, и ничего вообще. С ними все хорошо, они не ломаются. Ну, в общем-то, это просто прелесть. А еще у меня были такие вот молды, которые я покупала на Алиэкспресс. Но они такие маленькие. Гипсом их залить почти нереально. Ну, то есть вот там рыбку можно залить, а вот конька морского, нереально, когда вы будете доставать, это все сломается, естественно. С пластикой. Ну, кто работает с пластикой, конечно, пластикой можно заполнять. Я пластику не люблю. И у меня был открыт вопрос, чем заполнить эти молды. И когда я сделала эту массу папье-маше, я подумала, что надо попробовать. И я попробовала. И вы знаете,
Я была в шоке. Вот правда, я была в шоке от того, что все получилось. И вы сейчас тоже поймете, о чем речь. Посмотрите, какие малюсенькие формы у нас, малюсенькие изделия у нас получаются. И настолько здесь проработана каждая деталь. Ну, я была в шоке. У меня просто дар речи пропал, когда я вытащила вот все эти фигурки, и они вот настолько идеальные были. Здесь полмиллиметра, наверное, то может даже и меньше. Вот носик у конька, и все это достаточно прочное. Вы можете это ронять, это ничего не разобьется. Смотрите, есть тут совсем маленькая бабочка, есть дельфин, у которого вот этот хвостик вы бы не отделили, ну просто никогда. Заливка гипсом это все фигня была бы, потому что вы бы не вытащили его. Посмотрите, это же вообще просто мелочь. Даже из пластики на самом деле вы бы это не вытащили, просто элементарно, потому что это очень тонкая деталь. Но что самое интересное, они просто идеально отпечатались. Это что касалось совсем маленьких форм. Но меня еще больше всего интересовали молды лиц. Такие молды, конечно же, можно залить гипсом. Ничего в этом суперсложного нет. Все это получится, это все нормально. Но я попробовала и из этой массы сделать. Просто когда вы делаете, например, всю поделку по папье-маше, то как-то будет, не очень хорошо, когда вы будете потом раз туда гипс свое лицо вставлять. А вот если вы из этой же массы сделаете лицо папье-маше, а потом доделаете свою куклу, то будет казаться, что вы сами лицо слепили. То есть это вообще просто офигенно. И посмотрите, какие получаются личики. Тоже абсолютно все пропечаталось, все идеально. Такие заготовочки хорошие, идеальные личики получаются. Можно делать домики. Вот посмотрите, еще недоделанный домик такой. Шкатулочка из баночки, еще недоделанная. Тоже будет мастер-класс, как делать такие домики. Я вам покажу, расскажу. В общем, суть в том, что у меня художественного образования нет. Поэтому, как человек, который всему учился сам, гарантирую вам, вы тоже можете все это делать сами. Вы знаете, в свое время я пересмотрела очень много рецептов, и не только наших, но и зарубежных, по поводу изготовления папье-маше. И во всех этих рецептах можно встретить такую фразу: возьмите самую дешевую туалетную бумагу. И так как, кстати говоря, папье это же не наше изобретение, вот в чем такой нюанс. Вот эта самая дешевая туалетная бумага наша, да, вот я ее специально вам покажу, это серая. Ее как таковой за границей нет. У них есть туалетная бумага, самая дешевая, это такая же вот белая, которая у нас есть, да, трехслойная, только однослойная. И вот это у них считается самая дешевая туалетная бумага. И раньше я работала с такой бумагой, но в этой бумаге есть большой минус. Она плохо растворяется. И, возможно, со мной сейчас начнут спорить, но я вам говорю из своего опыта. Эта бумага растворяется плохо. Во всяком случае, у меня всегда были комки. И вот эти вот комочки, которые не растворяются, они мешают работе. И во всяком случае, вот для мелких деталей, которые я вам показывала, вот из молдов, которые получаются, вот эти вот тоненькие детали, вы не сделаете из массы, которую вы сделали из этой туалетной бумаги. Я использую бумагу, в последнее время я беру вот Зеву, и она меня прям вот, удовлетворяет от и до. Так, я ее беру домой, и один рулон я беру, например, себе на поделке. Цвет. Вы обратили, наверное, внимание, что поделки такие желтоватого цвета. Какую бумагу возьмете, какого цвета, такого цвета у вас будет масса. Проведем эксперимент. Помещаем в левый стакан с водой самую дешевую серую туалетную бумагу, а в правый, соответственно, бумагу более качественную и дорогую. Размешиваем и смотрим, как быстро она начнет растворяться. Несмотря на то, что серая бумага сразу начала рваться, распадаться на волокна она не спешит. Желтая же расползается на глазах. Спустя 24 часа более дорогая бумага полностью распалась на мелкие волокна, а вот дешевая серая так и осталась плавать кусками.
Помимо того, что она не растворилась, видно, что в бумаге очень много вкраплений мелкого мусора. Итак, из эксперимента понятно, что папье-маше из дешевой бумаги получится не лучшего качества, так как нерастворившиеся кусочки в итоге обязательно образуют комочки. Что касается клея. Клей подойдет любой ПВА. Последний раз я взяла в фикс-прайсе вот этот клей ПВА М строительный. Производит его ООО РИК. Ну, в общем-то, на самом деле, вот этот клей мне просто чем он мне очень понравился, его консистенцией. Вот из него я делала замес. Он такой вот белый, густой достаточно, но не такой густой, как клей ПВА от фирмы Момент. Вот тот клей, он очень густой, и его надо развести немного водой. Бывает клей, знаете, такой белесый, его надо размешивать, он такой внизу какой-то вот белый, да, часть, сверху какая-то прозрачная часть, его размешиваешь, он становится белесый, он очень жидкий. Мне он не нравится, он какой-то водянистый. Вот такой клей я не очень люблю, но с ним тоже можно работать, в принципе. Густой, значит, мы разбавляем, жидкий, ну, придется добавить чуть больше сухих компонентов, о которых я попозже скажу. Если вам попался вот такой клей, работайте с ним. Он прям хороший. Ну, на самом деле, любой строительный ПВА, он примерно плюс-минус такой же, он подойдет. И, в общем-то, уже из этих двух компонентов, из бумаги и клея ПВА, можно сделать хорошую смесь папье-маше. Единственное, что мне не нравится в этой смеси, это то, что с такой смесью неудобно работать руками. То есть ее можно намазывать, например, там шпателем или мастихином. То есть ее надо чем-то намазывать и выравнивать. А я хотела именно добиться какой-то такой массы, из которой можно лепить. И для этого нам понадобятся следующие компоненты. Это жидкое мыло. Любое, это может быть средство для посуды, для мытья посуды, может быть жидкое мыло, да, все что угодно. Подсолнечное масло. Вот эти два компонента нужны для того, чтобы смесь получилась более пластичная и меньше липла к рукам. И дальше нам нужен крахмал. Он может быть либо кукурузный, либо картофельный, это без разницы. И мука. Значит, крахмал и мука нужны будут, ну, чтобы добавить вязкости, убрать лишнюю влагу из того же клея ПВА, потому что бумага всю влагу не впитает в себя, вы не сможете вымесить до того состояния, когда вот не останется лишней влаги. Еще я добавляю лимонный сок в качестве консерванта. Смесь у меня хранится в пакетике, ну, так целлофановый пакетик заворачиваю, и он у меня хранится. Обычно я использую там в течение 3, 4, 5 дней. Если вы будете дольше использовать, то лучше хранить в холодильнике. А так, в принципе, он абсолютно нормальный. Просто после холодильника смесь будет более такая густая, более жесткая. Ну, она полежит, нагреется и тоже станет мягкой. Сколько и чего я вам, конечно, покажу сейчас в видео и даже постараюсь все это взвесить. Но не забывайте о том, что каждый раз все ингредиенты, они разные. Надо всегда ориентироваться на свои ощущения. А теперь приступим и все детально рассмотрим. Рвем туалетную бумагу по перфорации на квадратике. Используйте не весь рулон, а чуть больше половины. Сначала я подготовила 50 грамм бумаги, но в итоге 10 грамм оказались лишними. То есть нам понадобится 40 грамм туалетной бумаги. – 250 грамм строительного клея ПВА выливаем в емкость, в которой будем замешивать папье-маше. По одному квадратику вмешиваем туалетную бумагу в клей. Сначала масса будет жидкой, но постепенно она начнет густеть.
Обратите внимание, как я ввожу в клей туалетную бумагу. Оставляю часть массы на дне, сверху кладу квадратик бумаги и накрываю ее второй половиной массы. И уже после этого хорошо вымешиваю. Так бумага быстрее и лучше растворяется. На 250 грамм клея ушло 40 грамм бумаги. 10 грамм, как я и сказала, оказались лишними. Теперь добавляем в массу 1 столовую ложку моющего средства для посуды или любого жидкого мыла и как следует все перемешиваем. Дальше добавляем 2 столовые ложки растительного масла и опять все как следует перемешиваем. Отмеряем 50 грамм кукурузного или картофельного крахмала, добавляем в нашу смесь и как следует вымешиваем. Теперь добавляем 100 грамм муки и хорошо вымешиваем. Масса будет липнуть к рукам, это нормально. Смазываем маслом руки и продолжаем вымешивать еще минуты 2. Посыпаем стол мукой и разминаем массу еще примерно около 2 минут. Убираем получившийся шарик в целлофановый пакет. Наше папье-маше готово. Лепить из такой массы можно сразу после ее приготовления. Если вы не планируете использовать всю массу в ближайшие 3-4 дня, то советую добавить 1 чайную ложку лимонного сока в качестве консерванта и хранить такую массу в холодильнике. Мне очень приятно, что вы смотрите наш канал, подписывайтесь на него. У нас уже больше 5000 подписчиков.
там, чуть больше, но я думаю, что у вас станет еще больше, вы будете прибавляться, прибавляться, и вы знаете, мне очень это приятно. Спасибо вам всем большое, это для меня такой стимул и такой пинок, чтобы я делала и радовала вас мастер-классами. Я не забыла про второй вид кактуса, вы не переживайте, он будет, и я думаю, что это будет следующее видео, а потом мы будем с вами делать котика. Котика из папье-маше, пока потренируйтесь делать массу, потренируйтесь слепить из нее, а потом я вам покажу, как сделать вот такого кота. Вот, так что спасибо вам всем большое, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы вас всех очень-очень любим. До новых встреч, пока-пока.